Добрый день, друзья! Мы сегодня нарисуем белого медведя, который живет на севере. Его еще называют хозяином Арктики, покорителем арктических льдов. Это очень крупное, умное, мощное, хитрое животное, прекрасный пловец, чудесный охотник. Пока он спит, мы его нарисуем. Приготовьте бумагу, кисти, воду, палитру, гуашь. Я сегодня работаю на черной тонированной бумаге. Начинаем с головы. В верхней части листа рисуем большую, крупную, круглую голову. Добавляем туловище. Хорошо прокрашиваем все белилами. Я работаю широкой кисточкой, синтетикой номер 10. Она мне очень помогает. Нарисуем ушки. 2 небольших полукруга. Одну лапу приподнимем вот так, как будто бы медведь нас приветствует. Подправим. К белилам добавим охру. И нарисуем такую круглую мордочку. Подготовим место для носика. Добавим ладошку. Обозначим глубину в ушках, в ушных раковинах. Нарисуем очертания второй лапы. Конечно же, добавим мощные когти, потому что белый медведь – это самый крупный наземный хищник, единственный такой среди млекопитающих. Белые медведи – искусные охотники. У них очень хорошо развито зрение, обоняние, слух, и когти им нужны для охоты. Добычей белого медведя являются арктические тюлени. Еще они очень хорошо ловят рыбу. На кончике кисточки почти закончилась краска, и это очень хорошо. Это дает возможность изобразить вот такую пушистость меха. Подарим нашему медведю теплый алый шарф. Если захотите, можно нарисовать медведю шапку. Шарф можно нарисовать другого цвета. Добавляем немножко рубиновой краской складочки. Кисточки на кончиках шарфика. Не торопитесь, пробуйте, не спешите. Хорошенько разглаживайте краску. Я смешиваю синий и красный, получается такой сложный цвет. Рисую складочки. Черным цветом нарисуем крупный нос. Характерную для медведя такую мордочку выписываем. Добавим глаза, крупные черные круглые бусины. Вот так. Кончиком кисточки нарисуем когти и брови. Подправим все. Добавим пушистости нашему прекрасному северному медведю. Так. Носик подправим. Добавим немножко в ушки мазочки такие. Выкладываем как мозаику их. Когти. Какие когти? И у бурых медведей, и у белых медведей. Очень мощные когти. Украсим наш шарфик декоративными элементами. Я взяла белила, потому что они очень хорошо контрастируют с красным цветом. Работаю тонкой кисточкой, использую очень простые элементы, прямые линии, дуги, волнистые линии, точки.
ломаные линии. Проявляйте фантазию, придумывайте узор. Тут полностью можно проявить свое воображение и фантазию. Шарфик может быть в клеточку, в сердечке, в рыбках. Я вот выбрала такой несложный, вольный декоративный узор. Добавим снежинок, завитушек. Вот таких арктических метелей в шарфик добавим нашему медведю. Несложный такой ритмический орнамент. Так. Подправим чуть-чуть. Немножко под шарфиком и под лапой голубой краской выкладываем тени падающие вот здесь и под этой лапкой тоже. Вот так слегка повыкладываем тень. Какой получается медведь у нас. Носик ему немножко подправим. Вот так укрупним. Добавим черной краски. И белым цветом, кончиком кисти, блики в глазки, в носик. Хочется нашему медведю подарить такую яркую зеленую веточку. Это в Арктике большая редкость. Так, вот можно ее изменить форму. Может быть, он такую веточку подарит маме или подружке своей. Украсим веточку таким маленьким красным шариком. Вот такая получается у нас иллюстрация прям к сказке. Конечно же, хочется еще украсить игрушку. Елочки подарим еще иголочки. Светлые, темные. Переходим к снежинкам. Север, конечно же, любит снежинки. Снежинкам вообще можно посвятить целое отдельное видео. Но сегодня главный, конечно, медведь, поэтому снежинки нарисуем быстро, кончиком кисти, разной формы, разного размера. Тут тоже можно проявить фантазию. Есть чему поучиться у природы. Удивительно, как она выкладывает из маленьких ледяных хрусталиков миллионы вариантов неповторимых, красивых, искристых снежинок. Друзья, будьте наблюдательными, замечайте красоту вокруг себя, смотрите на мир глазами художника. Вокруг нашего медведя летают снежинки большие и маленькие. Кончиком кисти добавим снежинки на носик, на мордочку. Ух, как холодно, морозно, вьюжно. Вот такая получается у нас северная картина с белым медведем. А сейчас приоткроем двери студии «Живые краски» и посмотрим, как рисовали медведей маленькие художники. Нет, ну на коричневый. Нет, он всего лишь съел свою мысль. Или он съел палку. Кто рисует? Смотрите. Нарисуйте белого медведя обязательно. А еще не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарии, пожелания, свои замечания.
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить нашу следующую встречу. И я, и белый медведь благодарим вас, друзья, за внимание. Прощаемся с вами. До новых встреч, друзья. До свидания.